Всем привет! Больше такое хочу для новичков записать видео. Все новички, которые заходят на канал, они прям вот жаждут получить сразу иксы, и очень быстро они хотят это получить, не понимая вообще графики, не понимая, что происходит на рынке, почему цена растет, почему цена падает. Но я дам несколько таких важных советов, которые позволят вам все-таки хоть как-то в начале видеть движение цены. Также посмотрите, вот есть таймфреймы 1 минута, 5 минут, 15 минут, час. То есть час это одна свеча это час. Вот каждая свеча это час. 4 часа, каждая свеча это 4 часа. И вы смотрите, как закрываются свечи. Если вы заходите на минутном таймфрейме, смотрите волатильность. То есть Fibonacci так называемая. Почитайте в книгах, откройте, не знаю, интернет, напишите, как выставлять уровень Fibonacci. Коррекцию по Fibonacci. Но для того, чтобы вам хотя бы понимать, где заходить в сделки, нужно видеть, где цена, куда она идет. Она идет вверх, вот видите, явно идет вниз цена. Или же идет там какая-то проторговка на определенном диапазоне ценовом. Там от 30 до 31 600. Вот это ценовая проторговка. То есть цена по уровню. Вы для начала вы вот зарегистрируйтесь на вот этом сайте, на котором я постоянно рекомендую, и начните чертить. Вот линия тренда. Вот у нас она чертится таким образом. Вот вы видите, допустим, вы видите, что здесь график так, допустим, отсюда отскочил вверх, пришел опять в эту зону и отскочил. То есть можно начертить предварительно такую линию. Далее по этой линии вы видите, что цена еще раз пришла сюда, оттолкнулась, еще раз пришла, оттолкнулась и пошла вверх. Это все минутный таймфрейм. То есть у нас некая формируется линия поддержки на этой линии. Если открыть 15 минут, то уже эта линия у нас вот так вот выглядит. И мы видим, что вот как раз пробитие вот этой зоны свидетельствует о том, что цена дальше идет вниз. Есть вероятность, что цена пойдет вниз. То есть тут либо ставятся стопы, как я уже говорил в статье, ниже вот этих зон, и тогда цена, если откатится, это откат идет на 4,87%, понятно, вы уже в минусе, и вам нужно будет решать, либо вы расстанетесь там с 6%, где вы стоп выставили от этой зоны, и да, вы зашли неправильно, но вы рискуете, грубо говоря, 6%, если без плечей вы торгуете, как и надо. Если вы выставляете большие плечи, то, по сути, вам очень тяжело выжить на рынке. Почему? Потому что, представьте, если вы зашли, допустим, здесь в лонг на 100-том плече, вы получили профит и его не закрыли. Цена пришла к этой зоне и даже ниже. При 100-том плече это значит, что у вас будет минус 100% депозита. 1% это минус 100%. То есть вы поставили там $1000 на 100-том плече, и это значит, что вот в этом разрезе, когда цена вот как раз идет на 1% ниже, у вас будет минус $1000. И есть понятие такое, сколько у вас баланса на фьючерсах и как вы торгуете, кросс или изолированно. Если на кроссе, то, допустим, вы поставили ордер на 1000, а баланс у вас там $2000 еще, то у вас будет минус $1000, и где-то еще на 2% ниже у вас есть такой, скажем так, резерв, что вас не выбьет. То есть вот здесь вот, если цена вот на 1% после этого, то есть вот здесь вот у вас минус 1000 уже, минус 2% вот вас уже ликвиднет, и вы потеряете 3000. Поэтому это, один из вариантов, что вы неплохо зашли и уже начали зарабатывать, но вы по своей глупости не закрыли, потому что 5% это 500% депозита, то есть вы бы уже получили $5000. Поэтому, когда вы торгуете на коротких таймфреймах и не закрываете позиции ваши, то видите, что происходит? Цена выросла, упала до вашей, допустим, до вашего ордера, и ниже вы уже можете тут либо нервничать, закрывать, не закрывать, спрашивать в чатах, а что же делать. Потом, если повезет, цена, видите, она может еще вырасти отсюда на 6%. Но это, грубо говоря, я привожу пример, это не значит, что сейчас я какую-то торговую стратегию, что вот так вот будет во всех криптах. Это просто я вам как пример говорю. Что если повезет, цена пойдет вверх, и вы все-таки можете здесь ее закрыть, не жадничать, закрыли в плюс 500%. И то я сейчас тоже говорю и понимаю, что не нужно вам на 100-том плече торговать кредитом. Начинайте с минимума, вообще с минимума, потому что на удачу перестаньте надеяться постоянно. Один раз повезло, второй раз повезло, вы заработали там $10 000, $20 000. Если вы не понимаете, как вы заработали, ваши аппетиты растут, и вы ставите еще больше и больше ордер, и больше плечо. И таким образом вот у вас только один раз надо ошибиться, и все, вас вынесет вместе с $20 000 за буквально час 30 трейда. Все, вы в нуле. И вам нужно опять что-то думать, как же отбить. У вас нету 20 000, вы начинаете опять с $2-3 000, и начинаете нервничать, здесь какие-то сквизы, здесь непонятные вещи, и вы начинаете эмоционально выгорать. Понимаете, о чем я говорю? Крайне важно, чтобы новички понимали, не нужно торговать на больших плечах кредитных, не нужно торговать на большой марже, если вы не понимаете. Еще раз повторюсь, 1-2 раза повезло, и вы не понимаете, почему вы заработали. 3-й раз или 4-й может этого не быть. Максимум вы можете выйти в безубыток в этой сделке. Так это называется, мы там рассмотрели 15 минут. На минуте, чтобы выжить в этой связи, если вы правильно все делаете, вот здесь, в принципе, вы какой-то процент можете получить отсюда, до сюда, допустим, 1,57.
но потом цена, допустим, идет вверх, и вы не знаете, остановится она или будет без убыток, и вы начинаете тоже нервничать, что же делать, закрывать, не закрывать, вы там, допустим, закрываетесь, тут цена идет вниз, вы где-то там еще думаете, вот сейчас она до упадет, я сейчас зайду еще. Вы там заходите где-то, она начинает расти, это в течение там 2-3 минут происходит, вот, и вы думаете, блин, 0,84, что делать, закрывать, не закрывать? В таком случае вы будете постоянно так входить, выходить и платить за комиссию, и будете в минусе. Поэтому нужно видеть, там сказать, как говорят, тренд, да? То есть вот у нас, допустим, на минуте есть канал. Вот мы его выставляем на край. Вот по этому каналу он пока идет. Но эта минута, это неинтересно. Возьмем 15 минут. Ну, тут такая себе история. Ну, вот, допустим, вот на 15 минутах у нас был восходящий канал. Вот, раз, два, три. Вот. То есть, что в этом мы видим? Мы видим, что цена колебалась в этой зоне, она не опускалась ниже этого канала и шла, вот, в принципе, до уровня 31 600. Что дальше мы видим? Если глобально посмотреть, мы видим, что у нас есть максимум, у нас есть первое касание зоны 32 300, и мы можем провести трендовую линию по вот этим теням, да? И мы видим, что когда цена начала разворачиваться, она вроде бы шла в канале восходящем, но опять-таки коснулась трендовой линии и начала хороший откат вниз. Возвращаемся на 15 минут. И мы видим, что когда у нас есть восходящий канал, вот эта линия, да, вот отсюда вот до сюда, мы видим, что вот здесь вот скоро будет что-то, либо пробитие, либо оно пойдет, отскочит вверх, либо пойдет вниз. Вы должны посмотреть там на сегодняшнюю ситуацию с объемом, вот эти красные линии, вот продажные, продажи. То есть, и мы видим, что если она пробивает этот канал, да, тут может быть ложный пробой. Но вот сигнал к тому, что вот этот уже канал пробит, и мы идем вниз. Тут лонговать нету смысла. И также мы выставляем на час вот эти все линии и работаем тогда по этим линиям. И когда вы видите паттерны разные, есть у нас на канале, и вы видите, что может быть. Двойная эта вершина, двойное дно, бычий флаг, медвежий флаг, вымпел, симметричный треугольник, восходящий треугольник, нисходящий треугольник, восходящий клин, нисходящий клин. И таким образом, примерно вы понимаете, что может произойти сейчас. И потом уже тогда не удивляйтесь вашему, скажем так, выбору, да, в лонгхите или в шорт. То есть больше надо практики, это раз. Есть торговая стратегия, ее нужно придерживаться. Есть такое понятие, как стоп-лосс. Тоже нужно это все всегда выставлять. Но стоп-лосс подразумевает, если реально вы не правы, чтобы вы не потеряли больше, да, вы потеряете там 5 или 10% от вашего ордера. Но поверьте, когда у вас будет больше правильных ордеров выставлено, то есть вы будете зарабатывать больше, чем терять, то тогда все равно. То есть у вас был баланс, допустим, 10 тысяч долларов, у вас 20% минусовых сделок и 80% плюсовых сделок, и баланс вырос там на 3000 долларов, а минус у вас был 500 долларов, но у вас плюс 3000, и это значит, что вы в правильном направлении двигаетесь. Поэтому я надеюсь, что вы смотрите наше видео до конца и не пролистываете, потому что, может быть, я много повторяюсь, может быть, много говорю лишнего, может быть, как-то непонятно, но вы должны больше практиковаться и чертить, то есть анализировать ваш трейдинг, делать трендовые линии, рисовать трендовые линии и стараться понять графики, не торговать на новостях, потому что обычно новости кидают, когда уже что-то прошло, и там у меня есть одна теория по поводу листингов, но это не это видео. Поэтому торгуйте с осторожностью, смотрите наши видео, и всем, конечно, желаю профита. Думайте своей головой. Также вот сейчас та же шиба, которую пропампили, вот идет 5-минутный таймфрейм, каждая свеча по 5 минут. Как вы думаете, что будет сейчас? Я думаю, что она сейчас вырастет, дотронется до вот этой зоны, и тут будет решаться, либо она выйдет за пределы и пойдет вверх, то есть у нас тренд сейчас нисходящий на 5-минутке. То есть насколько хватит, допустим, покупателей, чтобы развернуть тренд и чтобы это стало восходящим трендом. Многие сигналы уже вам даны в виде свечей, потому что раньше, когда трейдеры торговали, у них были там какие-то новости, там есть Bloomberg, который публиковал раньше свечи, да, где она закрывается, и торговали по дням, то есть дневной таймфрейм, грубо говоря. То, что я вам сейчас говорю, да, цена начинает расти, она коснется там уровня 30, возможно, будет если посмотреть на минутном таймфрейме, ну, давайте линию начать, вот.
Раз. И два. То есть вот она. Здесь, скорее всего, она может быть, тут есть, видите, уровни по фибе, может пойти вверх до вот этого уровня, дальше может спуститься вниз. То есть вот он раз, два. Дальше у нас будет решающий такой момент, будем ли мы идти дальше вверх или все-таки будет откат вниз. Вот все на ваших глазах происходит. Конечно, можно было бы, допустим, передвинуть вот эту линию вот так вот. Было бы более правильно. И как вы думаете, что сейчас будет? Конечно же, она пойдет вверх. Если пересечет вот эту линию, скорее всего, будет всплеск, скажем так, покупок и быстрый подъем зеленой свечи вверх, там, до уровня 29 800. Но все это происходит вообще реально онлайн. Видите, начинаются пробивать, и мы выходим в дамки. У нас, конечно же, есть вот эту трендовую линию, которую я нарисовал. Нужно ее, допустим, пробить дальше, чтобы идти вверх. Но не все так просто, конечно же. Для того, чтобы зарабатывать, нужно трудиться, нужно приложить максимум усилий в этой теме. Потому что я рассказывал вам, почему нельзя взять и прийти в тренажерку и поднять сразу 300-200 килограмм. Все просто, потому что вы еще не готовы, вы не как мастер спорта, который каждый день тренируется, он прилагает усилия, и это по всему можно сделать. Нельзя взять и родиться там гением, там, и финансовым каким-то вундеркиндом, да, что все вот прям открылись там бизнес, все в мире идет через труд, через ваш труд. Потерять деньги очень можно быстро. Нужно всему учиться. Практика и практика. Все, что мы на этом канале вам даем, как вы видите, это все бесплатно. Это наш опыт. И новички, которые приходят сюда, они первый раз даже ничего не понимают, что, чего и как. То есть вы можете прикоснуться к многолетнему опыту и сохранить свои деньги. И вот это все, это, как вам сказать, это знание. Если вы будете обладать знаниями, знать, из чего состоит эта свеча и как она может себя повести, значит, вы будете всегда зарабатывать. И не торопиться торговать. Я надеюсь, вы посмотрели это видео до конца, вы поставите лайк, вы поставите плюсик в комментарии, для того, чтобы я хотя бы понимал, сколько людей досмотрело до конца. И подписывайтесь к нам в телеграм-канал, YouTube-канал. Чем больше людей, понятно, будет активничать, тем больше увидят эту информацию, и, я надеюсь, перестанут сливать деньги. Ну, как говорится, mission complete. Я в эту минуту, да, я в сделке, и я заходил где-то здесь. Автоматическую я сделал покупку, и я сейчас в профите на 1.69. Вот мой, скажем так, сейчас плюс 14%. Я торгую на X10, X5, это вот предостаточно, чтобы заработать нормальные деньги.
Поэтому, еще раз повторюсь, начните читать книги, изучать, практиковаться больше. Ставьте стоп-лосс, когда торгуете. Или же торгуйте с минимальной маржой и с минимальным депозитом для того, чтобы вы в первую очередь научились торговать. И не торопились заходить в сделки, потому что, как видите, рынок, он дает всегда заработать, где бы вы ни зашли, что в лонг, что в шорт. Главное понимать график, еще раз говорю, понимать график, читать. Все, теперь я с вами прощаюсь. Всем удачных торгов и профита. И смотрите далее, что у нас получилось. Мы пришли к этой зоне и откатились от нее дальше вниз. То есть мы идем в таком канале глобально, да, вот мы начертили. У нас нисходящий канал чуть-чуть нарушен. Вот он здесь идет, здесь мы на уровень коснулись несколько раз и пошли вниз. Но опять-таки есть следующие уровни, которые поддерживают, и локально мы можем зарабатывать постоянно от 2,3%, 4-5%. Он, видите, сейчас идет опять вверх, может быть опять на уровне, где-то здесь она коснется и пойдет опять вниз. И так далее, и так далее. И вы смотрите каждый график анализируете. Также я говорил вам, что нужно смотреть за биткоином, где он находится тоже, где он сейчас будет проторговка идти, или проторговка у него будет, или же он будет падать, или он будет расти. Это все нужно видеть и анализировать. Все, теперь я прощаюсь с вами, всем спасибо за просмотр, все показал, рассказал. И вы теперь хотя бы видите не вслепую, вы видите, что нужно делать для начала, чтобы анализировать, где цена может быть, где будет ценовое касание и откат. Всем спасибо, всем пока.